У нас в работе оказался редкий легендарный автомобиль. Это Mini Cooper Mark II 1967 года выпуска. Большинство его знают как машину мистера Бина, но известность Mini Cooper получил как четырехкратный победитель ралли Монте-Карло, оставив позади Porsche и Lancia. Автомобиль выпускался с 1958 по 2000 год и был признан самым значимым европейским автомобилем 20 века. При компактных габаритах Миник оснащен мощным двигателем объемом 1380 кубиков и дисковыми тормозами. На нем впервые реализовали передний привод с поперечным расположением двигателя. Несмотря на популярность, таких машин в хорошем состоянии в мире остались единицы. Это машины из Москвы. Процесс восстановления можно посмотреть в Instagram владельца по ссылке в описании. Вместо оригинальной электрики, которая работала с перебоями, мы установили цифровой контроллер M-Unit Blue. Несмотря на то, что Motogadget производит эти контроллеры для мотоциклов, они отлично работают и на машинах, покрывая весь необходимый функционал. M-Unit заменяет предохранители и все реле, а также позволяет убрать большую часть проводов. Единственный основной предохранитель на 40 ампер врезается в провод питания M-Unit на случай выхода из строя реле зарядки. Версия Blue оснащена Bluetooth-передатчиком для связи со смартфоном, который используется как метка для бесключевого доступа. Если телефон рядом, зажигание можно включить без ключа, нажатием кнопки стартера, а выключить двойным нажатием. Катушки зажигания и реле стартера запитываются в соответствующие порты. Бензонасос в порт AUX 2. После выключения зажигания ключом, или если смартфон находится на удалении от машины, она встает в режим охраны, что подтверждается морганием поворотников. Чувствительность и режим работы сигнализации можно настраивать через приложение. Ближний и дальний свет управляются кнопкой моргания. Ближний включается нажатием, дальний — нажатием с задержкой. Моргание осуществляется коротким нажатием. Выключается свет нажатием с продолжительной задержкой. Поворотники управляются рычагом. Аварийка активируется быстрым переключением из стороны в сторону. Сигнал включается нажатием на соответствующую кнопку. Логика работы органов управления задается через приложение. В нашем случае это конфигурация D. Включатель заднего хода идет во входной порт AUX 1, который необходимо перевести в положение Switch. Соответствующий свет запитывается в выходной порт AUX 1. Омыватели и очистители лобового стекла управляются напрямую рычагом, а насос и моторчик запитываются в порт AUX 2. Включатель тормоза идет напрямую в порт Brake и активирует стоп-сигнал при нажатии на педаль. Подогрев заднего стекла мы запитали в M-Unit через включатель. Дополнительные мощные потребители можно подключить через надежные цифровые реле Motogadget. Приобрести компоненты Motogadget и получить консультацию можно в нашем магазине Stantex. В результате получилась простая, компактная, централизованная сеть, которая легко диагностируется и масштабируется. В нашем случае это идеальное решение, потому что ремонтировать и дополнять стандартную децентрализованную электрику намного сложнее, тем более, что найти оригинальные компоненты нереально. Подробнее о сборке и настройке электрики на этом Мини Купере читайте в нашем журнале. Ссылка на статью в описании.